Так, ну вот отожженная пластинка выглядит таким образом. Дальше нужно ее посеребрить. Для этого я закрываю у нее края изолентой. И протравливаю в слабой азотной кислоте, примерно однопроцентной. Почему-то, это нужно, чтобы удалить оксид меди, который довольно быстро на воздухе образуется. И это действительно полезно для серебрения, без этого плохо серебрится. Для серебрения можно использовать стандартную ванну с солью серебра и тиоцианитом калия. Но я использую более простую вещь, тоже какая-то соль серебра, но с какими-то добавками хитрыми. Считается, что она не ядовитая. Так, значит, для кислоты я использую перчатки. Саму жидкость в колпачок. Я не промываю водой, мажу прямо поверх кислоты, и вроде как это работает. Отмываем пластинки. Вот они покрыты серебром, довольно тонким, то есть может потребоваться второй раз покрыть, если кажется, что недостаточно. Но в целом вот так. Значит, вот у меня есть теперь серебряные пластинки и такая вот форма для напекания порошка. В нижней части углубление глубиной 1 мм с таким вот скосом, в который пластинка помещается. Значит, верхняя часть просто вырез, куда тоже эта пластинка помещается, и поршень. Еще я использую пластик, чтобы равномерно сдавливать порошок. Это я покажу позже. Значит, сначала я отмеряю 3 грамма порошка, 0,3 грамма порошка. Я хочу, соответственно, сделать свой спеченного порошка толщиной 0,1 мм. Вот. И теперь распределяю равномерно по этой форме. Тут есть забавная хитрость, которую я раньше не знал, что если форма теплая, то порошок начинает слипаться и распределяется плохо, и надо подождать, пока она остынет. Еще можно использовать кисточку, чтобы равномернее это все распределять. В общем, вот такими постукиваниями можно комки разбивать. Такими постукиваниями я постепенно распределяю этот порошок, чтобы он покрыл всю площадь. Ну вот как-то так. Теперь мне надо покрыть этот самый скос порошком. Это я делаю кисточкой. Просто аккуратно наношу порошок. Так, вот все покрыто. Вот порошок распределен. Теперь очень аккуратно кладу
пластинку. Накрываю самый верхний, прижимаю. Сейчас мне важно просто, чтобы пластинка не сдвигалась, особенно не сбивала этот порошок, который там лежит. Включать. Вот пластинка лежит, под ней порошок. Теперь надо второй слой. Второй слой я делаю чуть побольше, 35-36, 0,35-0,36 грамма. В общем, он все равно просыпается туда куда-то внутрь, и, может быть, даже надо и больше класть. Но я потом дырки все равно замазываю кисточкой, добавляю немножко порошка. Ну, вот стараюсь, чтобы всегда было одинаково. На первый слой 30-31, 0,30-0,31, на второй 0,35-0,36 грамма. Вот так. Но все равно потом добавляю порошок вот на этот скос, и потом здесь тоже я закрываю дырки. Поэтому получается немножко больше. Так, ну вот примерно так. Вот здесь у краев порошка недостаточно, и это я легко добавляю кисточкой, просто вот так вот об край. Можно вот так подсыпать. Если порошка недостаточно, то там не попрессуется и отвалится. Так, ну вот так. Теперь, теперь можно сжать его без пластика, чтобы он не сместился. Смотреть, как получилось. Могут быть видны какие-то дырки. Здесь, мне кажется, чуть-чуть можно досыпать. Вот тут, мне кажется, можно досыпать. Наверное, не важно. Так, теперь я беру этот кусок пластика. Это просто полиэтилен от такой вот коробки. И это очень важная вещь, потому что без него не получается равномерного давления, получаются области, где порошок спрессовался, области, где порошок не спрессовался, и часть порошка отваливается. А с пластиком все гораздо лучше. Так, и теперь я его запрессовываю с помощью пресса. Так, вот я делаю 3,75. Кстати, если делать больше, то начинает раздавливаться этот поршень латунный. Недостаточно прочный. Если хочется большее давление, то лучше поршень делать из другого материала. Так, теперь я убираю пластик. И смотрю, где дырки. Вот тут почему-то возникла дырка. Может иметь смысл ее... Ну, вот эти черные области, это место, где недостаточно порошка. Ну и тут какая-то явная дырка получилась. По идее, можно добавить порошка и запрессовать это еще раз, если что-то не нравится. Я вот сейчас это сделаю. Иногда получается с первого раза хорошо. Запрессовали. Опять убираем пластик. Ну, вот так получилось. Мне кажется, что сойдет. В целом такая вот серебристая поверхность ровная. Это означает, что порошок хорошо сдавился. Теперь я, соответственно, делаю такую более легкую оправку. Сделал, чтобы быстрее запекалось. И чтобы проще было с ней работать.
тот же термометр, который вставляется в специальную дырочку, которая вот здесь у меня есть. Здесь термометр вставлен, температура меряется, я могу ставить спичку. И теперь откачиваю. Допустим немного азота для теплообмена, и вот можно смотреть, как температура растет. Я сейчас использую такой способ. Я нагреваю ее до 158 градусов с азотом. Как только она доходит до вот нужной температуры, я опять начинаю откачку, и теплообмен ухудшается, и все стоит на нужной температуре. Грелась примерно 10 минут. Тут я откачал теплообменный газ. Она постояла еще минут 7. И теперь я ее буду доставать. Закрываю откачку. Основной насос. И охлаждаю с помощью воды. Вот такая пластинка. На медь порошок не напекается, легко оттуда отколупать с медных частей. У меня есть пластины с напеченным порошком, и я их для начала свариваю попарно. Я их связал такой вот лентой тефлоновой и хочу теперь сварить вот в этом месте. Тут главное не перегреть порошок, чтобы он не отвалился. И ну, эта лента помогает, и она еще помогает, чтобы не было контакта между электродами и вот основной частью пластины. Кроме того, я положу еще бумажку, намотаю и пропитаю это все изопропанолом. Попробую сварить. Параметры, ну вот такая мощность, здесь 4 стоит, и время 90. Так. Так. Вот. И вот такой вот сварной шов. Я думаю, что он выглядит неплохо. Сейчас буду повторять с другими пластинами. Их у меня много. Мне во внутреннюю ячейку нужно сделать 4 блока, в каждом по 8 пластин. И во внешнюю ячейку тоже 4 блока по 4 пластины. И плюс еще дополнительные пластины, какие влезут. Я пока еще не придумал. Вот тоже такой сварной шов. Фокусируется. Угу. Эти пары пластин вместе в один большой блок. Соответственно, здесь они уже сварены, а с этой стороны сейчас буду сваривать. Так, тут главное, чтобы вот эти остальные пластины не касались электродов, потому что иначе только через них пойдет. Так, это я закрыл. Ну и проверить, что нигде ничего не касается. Вот. Так. Вот тоже вполне сварной шов получился. Из 8 пластин. Примерно 45 грамм меди и 5 грамм спеченного серебряного порошка. Площадь поверхности должна быть около 30 квадратных метров. Тут надо будет вставить бумажки, чтобы заизолировать пластины друг от друга,
чтобы не было электрического контакта, и они были так зигзагом расположены. Вот готовые блоки из этих самых пластин лежат, уже смонтированы в ячейке.